Новый кризис на Ближнем Востоке и убийство лидера Хамас, замедление инфляции в США до 2,5%, падение биткоина, ну и, конечно же, рост Каспы. Но давайте начнем с конца и поговорим про Каспу и про выход в новый ценовой диапазон. Настал ли сегодня тот день, когда Каспа переходит в новый ценовой диапазон и пойдет сейчас тестировать новые уровни в 0,24, 0,5, ну и так далее долларов за одну монету. Вообще, как я предполагал, по крайней мере, на основе предыдущего, так скажем, мини-цикла в Каспе и ценового диапазона, вот здесь мы сломали параллельный восходящий канал и затем продолжили рост и вот переход, да, после предыдущего all-time high в новый ценовой диапазон. Это именно то, о чем мы говорили с вами в предыдущие дни на канале. Но здесь 9 октября было как раз практически то же самое, тоже кризис на Ближнем Востоке. В этот день Хамас напал на Израиль. Сегодня же мы видим заголовки о том, ну, по крайней мере, от издания The Guardian, о том, что Израиль убил лидера Хамас, но США при этом никак в этом не участвует. Ну, оно и понятно, потому что сегодня, ну, по крайней мере, я в большей степени следил за тем, что скажет Джером Пауэлл после очередного заседания FOMC. Так вот, он сказал, что в принципе инфляция снижается по сравнению с предыдущим периодом, да, то есть за последние 2 года с 7% инфляция снизилась до 2,5%, и это, конечно же, вот отражается на рынках. S&P растет, Каспа сегодня росла, и вот даже новости про Израиль как бы на нее как-то сильно не повлияли, но при этом они, ну, как мы видим, может быть, это просто совпадение, да, но совпадения, как обычно, не случайны. И эти новости повлияли на биткоин. Как конкретно они повлияли на биткоин? Биткоин сегодня немножко просел с уровней за последние дни там, в 67 тысяч, практически 68 тысяч. Сегодня в фоне этих новостей в том числе цена биткоина понизилась до 64 и 600 долларов. Ну, по крайней мере, это на вот текущий момент времени, да, то есть уже 1 августа, ну, буквально недавно закончилось заседание ФРС, и закончилось, ну, точнее, вышли вот эти новости про Израиль и Хамас. И при этом всем мы видим, что на Каспу эти новости в этот раз не отразились, хотя я вот очень ждал такого небольшого пролива для продолжения добора монет на споте. Ну вот сегодня пришлось покупать по тем ценам, которые были, точнее уже вчера. Но я по-прежнему считаю, что это достаточно хороший уровень, если в данный момент мы переходим в новый ценовой диапазон. И, как вы видите, на Каспе это, в принципе, особо никак не отразилось. В трендах CoinGecko сегодня находилась Каспа, то же самое было на Дропстабе. То есть цена росла, и новости с Хамасом в этот раз ну, вообще никак не повлияли на Каспу. Абсолютно никак это не отразилось, потому что по своей внутренней экосистеме и по своему развитию цена монеты продолжает расти. Об этих факторах мы с вами говорили в предыдущих видео. Ну и давайте немножко on-chain, точнее on-DAC метрик. Объем торгов за сегодня, ну, по крайней мере, за последние 24 часа 187 миллионов долларов. Цена монеты вот достигла нового своего пика. Сейчас мы торгуемся на отметке в 0,2 доллара за одну монету. Ну и рыночная капитализация с таким курсом подскочила до 4 миллиардов 977 миллионов долларов. И при этом подняла Каспу в общем рейтинге CoinMarketCap до позиции 21. То есть по капитализации это теперь 21 монета с начала, а первый, напомню, что у нас биткоин. По-прежнему все бычьи показатели сохраняются, буквально через несколько дней снижение награды за добычу Каспа. Хешрейт, кстати, продолжает пока что, ну, по крайней мере, опять же, за последние 2-3 дня находиться на той же отметке в 637 петахэш, и текущий хешрейт сети составляет более 0,5 экзахэш. Теперь это постоянный уровень сети, ее децентрализованности и мощности, конечно. Это 550 петахэш в секунду. Это вот средний хешрейт за последние несколько дней. Что ж, будем следить за развитием событий. Хотелось по горячим следам записать актуальные новости и рассказать о том, как они влияют или не влияют в данном случае на курсы таких активов, как
Каспа, либо же биткоин. Завтра сделаем более подробное видео об этом. Если у вас есть к этому интерес, то обязательно пишите об этом в комментариях. Разберем какие-то моменты, которые остались непонятными или интересными более конкретно. Что ж, на этом на сегодня все. Всем желаю хорошего дня или хорошего времени суток. Всем пока.